Привет из Хургады! Я приехала отдыхать на «Все включено» в отель «Мамлюк Палас». Это пятизвездочный отель на первой линии в Хургаде, который является частью огромного резорта Sunrise. У него отличный рейтинг, хорошие отзывы и не очень высокая цена. Давайте посмотрим, за что все так любят этот отель. Пятизвездочный отель «Мамлюк Палас» находится на первой береговой линии Красного моря, в 15 километрах от международного аэропорта Хургады. Он был построен в 2007 году и успел пережить несколько реноваций. «Мамлюк Палас» напоминает дворец, построенный в восточном стиле. Это отражается и в архитектуре, и в интерьере. На ресепшн гостей встречают приветливые сотрудники. Многие из них говорят на русском языке. В отеле очень приятно находиться. Восточный стиль моментально погружает в особую атмосферу отдыха. Кроме того, я приехала в отель в конце апреля, когда все украшено к Рамадану. Мамлюк Палас занимает огромную территорию, на которой расположилось несколько трехэтажных домиков приятного песочного цвета. Арабский стиль выдержан повсюду. Ценители красивых фотографий точно привезут отсюда много отличных снимков. В отеле около 500 номеров. Есть стандартные, семейные, а также люксы в отдельно стоящих виллах. Я бронировала стандарт. Меня поселили в номер на 3-м этаже неподалеку от бассейна. Официальное заселение в отель начинается в 2 часа. Я приехала в 9 утра. Мне сразу дали номер и даже предложили сходить на завтрак. Это очень здорово. Сразу ставлю отелю плюс. Давайте посмотрим мой номер. У меня стандарт с видом на сад. Начнем от входной двери. На входе стоит шкаф. Мне очень нравится, в каком он стиле выполнен. Посмотрите, какие здесь узоры, очень атмосферненько. С одной стороны отделение с вешалками, а с другой полки. Здесь находится мини-бар, давайте в него заглянем. Тут у нас вода и 3 бутылочки лимонада. Над ним сейф, он бесплатный, а вот здесь расположен уголок для приготовления чая и кофе. Мне нравится, что тут стеклянная посуда, а не картонная или пластиковая, как бывает в некоторых отелях. Здесь ванная комната, в нее заглянем чуть позже. Заметила, что здесь нет тапочек и халатов, хотя отель 5-звездочный, я ожидала, что они будут. Зато здесь есть бесплатный Wi-Fi. Wi-Fi бесплатный вообще на всей территории. В номере есть кондиционер. В комнате 2 зеркала, одно в полный рост и одно тоже достаточно большое. Под зеркалом вот такой столик, тут есть разные ящички и места для вещей достаточно много. Мне нравится, что номер оформлен вот в таком интересном стиле, всюду такие узоры, видно, что он не новый, но при этом все так хорошо вписывается с этими вот узорами, с этой мебелью, и нет ощущения, что тебя поселили в какой-то старый номер. Именно такой стиль, очень все классно, гармонично. Если вы бронируете стандартный номер, то у вас будет написано, что в номере будет либо 2 односпальные кровати, либо 1 кровать king size. У меня получилось, что 2 односпальные, плюс еще 1 дополнительная детская кровать. Напротив кровати висит большой современный телевизор. Обратите внимание, что в номере нет центрального освещения, здесь всюду вот такие светильники, и это создает какой-то особенный уют. Мне кажется, что в этот стиль именно вот такое освещение и вписывается. Здесь небольшая зона отдыха, столик и 2 стула. А теперь давайте сходим на балкон. Балкон у меня просторный, здесь зона отдыха, столик и 2 стула. Мне нравится, что балкон такой изолированный, то есть я не вижу своих соседей, они не видят меня. Мне кажется, это здорово. Вид у меня во двор, здесь расположен бассейн, пальмы, очень красиво. Ванная комната выглядит хорошо, она достаточно просторная, здесь очень чисто и хорошая сантехника. Вся косметика находится вот в таких дозаторах, здесь есть мыло, лосьон для тела и рук, а в душевой кабине гель для душа, шампунь и кондиционер для волос. В номере есть фен и полотенца здесь беленькие и чистые, видно, что они новые. В
Душевая кабина мне здесь нравится, она просторная, здесь есть поддон, чтобы ничего не вытекало. В Египте есть такая проблема, иногда делают душевые, из которых все выливается. Тут об этом позаботились. И даже сделали местечко, на котором можно присесть. А еще тут поставили весы, чтобы вы знали, побольше вам нужно кушать или пора уже завязывать. Мне понравилось, что номер и отель выполнены в одном стиле, и это очень гармонично сочетается. По наполнению он мне тоже показался очень достойным. Напишите в комментариях, понравился ли этот номер вам. Как вы считаете, достоин он 5-звездочного отеля в Египте или нет? Если вы впервые на моем канале, то я советую вам заглянуть в видеозаписи. Там вы найдете обзоры и других отелей в Египте и не только. Уверена, что вам захочется их посмотреть и подписаться на мой канал. А еще под каждым видео я оставляю для вас много полезной информации и рассказываю о том, как можно выгодно забронировать туры. Я много всего тестирую и часто советую сервисы для самостоятельного бронирования туров. Но знаю, что не всем нравится искать себе хороший отель самостоятельно, заполнять какие-то документы, кому-то проще обратиться к турагенту. Поэтому сегодня у меня для вас тоже очень хорошая и полезная рекомендация. Этот отель мне помогла забронировать моя подруга по инстаграму, ее зовут Ольга. Она турагент и работает в туризме уже больше 14 лет и отправила отдыхать более 9 тысяч туристов. Она работает по разным направлениям, у нее не только Египет, но и Турция, Эмираты, Шри-Ланка и еще более 20 разных стран. Я знаю, что у нее индивидуальный подход к каждому клиенту и есть прямые контакты отелей, поэтому она помогает забронировать туры по самым классным ценам. А еще каждому клиенту она дарит подарки, например, пляжные сумки, бизнес-такси, чемодан для ручной клади или что-то еще. Ольга – это не тот турагент, которому лишь бы впарить тур, чем часто грешат турагентства у метро. Она действительно внимательна к своим клиентам и заботится о том, чтобы вы отдохнули хорошо. Я в ней уверена и я ей доверяю. В описании под видео я оставила для вас контакты Ольги, по которым вы можете с ней связаться любым удобным способом, а также промокоды, по которым вы можете купить тур со скидкой. Sentida Mamluk Palace является частью огромного резорта сети Sunrise и делит территорию с двумя другими отелями – Sunrise Garden Beach и Sunrise Crystal Bay. Почти все в них считается общим – инфраструктура, рестораны, развлечения. В центре территории отеля Mamluk Palace расположен гигантский бассейн площадью 4500 квадратных метров. Рядом еще один на 1500 квадратных метров. Он подогревается в холодное время года. В отеле активная анимация. С утра до вечера тут проходят спортивные занятия, игры, уроки танцев и многое другое. Здесь не скучают и дети. Для них в мини-клубе проводят различные игры и мастер-классы. Mamluk Palace может похвастаться очень зеленой территорией. В Египте это показатель качества отеля, так как содержать растения в пустыне непросто. Тут высажены молодые пальмы и десятки цветов. Кроме того, на зеленых газонах оборудованы зоны отдыха. Тут есть качели, гамаки и пуфики. Почти все они немного изолированы от шумных зон. На территории соседнего отеля Sunrise Garden Beach расположен хороший аквапарк. В нем катаются на кругах. Попасть в аквапарк можно прямо с пляжа. Для маленьких детей в аквапарке работает небольшая зона с бассейном, а у пляжа расположена игровая площадка. Любителям активного отдыха точно не будет скучно. Тут есть мини-гольф, баскетбольная площадка, футбольное поле с беговыми дорожками, площадка для стрельбы из лука и теннисные корты.
По вечерам отель Мамлюк Палас превращается в дворец из восточной сказки. Эти мозаики, светильники и люстры под старину создают особое настроение. В многочисленных барах гостям предлагают безалкогольные напитки и алкоголь местного производства. Отмечу, что соки тут не порошковые, а из коробок. Обычно туристы устраиваются с коктейлями в лобби, смотрят футбол в баре на пляже или сидят за столиками, наслаждаясь вечерней программой развлечений. Мини-диско, живая музыка, яркие шоу. Каждый найдет то, что ему по душе. Чем кормят туристов на все включено в пятизвездочном отеле Мамлюк Палас? Заглянем в основной ресторан и оценим шведский стол. Начнем с завтрака. По утрам гостям предлагают омлеты. Удобно, что за стойкой работает сразу 3 повара. Это помогает сократить время ожидания. На шведском столе можно попробовать блюда национальной египетской кухни. Но основа завтрака – это классические утренние блюда. Каши, яйца, овощи на гриле, тосты, сосиски и так далее. Для любителей особенно сытной еды есть даже мясо и суп. Блюда на шведском столе никогда не заканчиваются. Повара непрерывно выносят новые порции и следят за чистотой витрин. Мне понравился выбор йогуртов, а также действительно хороший сыр. Для Египта это большой плюс. Также на завтраке хороший выбор овощей. Отдельно похвалю выпечку. Выбор тут хороший. Булочки, пироги, круассаны, вафли и блинчики. Приятно, что очередей за ними нет. Фрукты тут стандартные для весны в Египте. Есть нарезка, есть целые. Из напитков по утрам предлагают бесплатный фреш, а также соки из коробок, которые наливают в большие пластиковые контейнеры, лимонады, чай и кофе. Их можно наливать самостоятельно или заказывать у официантов. Я довольна завтраком. Теперь идем на обед. Я не стала делать полный обзор шведского стола, так как еды тут слишком много. Расскажу о главном. Очередей в основном ресторане нет. На шведском столе всегда есть несколько блюд из говядины и курицы, рыба, морепродукты, простые и необычные гарниры, супы, диетическое питание и что-то из египетской кухни. Здесь хороший выбор холодных закусок и свежих овощей, а также фруктов и десертов. Официанты в ресторане очень вежливые и работают быстро. Готовят в отеле вкусно. Для детей в основном ресторане есть отдельный уголок с низкой линией раздачи, миниатюрными столиками и мультиками. На ужин гости могут записаться в а-ля-карт рестораны с обслуживанием по меню. Всего их 9, 1 платный и 8 бесплатных. Записаться можно всего за минуту, самостоятельно отсканировав QR-код. Число посещений не ограничено, лишь бы были места. Я же покажу вам шведский стол в основном ресторане. На улице вечером разжигают печь и готовят мясо. В зале царит разнообразие. Тут мясо в разных видах – курица, рыба, паста, гарниры. Выбор очень хороший. Отмечу, что по вечерам туристы частенько выстраивались в очереди там, где это было лишним.
например, за салатами. А вот за мясом и рыбой очередей не было. Питание в отеле Мамлюк Палас показалось мне разнообразным и вкусным. Мне понравилось и качество продуктов, и подача блюд. Особенно красиво оформлены десерты. Не скажу, что их очень много, но все же выбор достойный. Мест в основном ресторане много, в том числе на террасе у бассейна. Свободные столы можно найти даже в разгар ужина. Думаю, это возможно за счет наличия ресторанов а-ля карт, которые так любят посещать туристы. Посмотрим пляж отеля Мамлюк Палас. Рядом с морем есть зоны отдыха на газоне и в барах, а сам пляж песчаный и очень живописный. Пляж отеля Мамлюк объединен с пляжем отеля Sunrise Garden Beach. Также можно сходить в отель Sunrise Crystal, там есть лагуна, тоже можно купаться. Пляж широкий, длинный, песчаный, по нему удобно гулять. Заход здесь хороший. Иногда бывают отливы, но они не такие серьезные, то есть вам по колену очень долго не придется идти. Здесь достаточно быстро становится хотя бы по пояс. Пляж удобен и для купания с детьми, и для взрослых, кто любит поплавать. Мне кажется, что очень комфортно. Вода здесь чистая, и специальные тапочки для захода в воду не нужны. Пляж оборудованный, здесь есть лежаки, полотенца можно менять бесплатно. Также есть такие штуки, барьеры, заграждающие от ветра. На станции замены полотенец можно взять специальный красный флажок, повесить его на свой зонтик, и тогда к вам не будут приставать торговцы. Запомните этот лайфхак. Еще на пляже есть зона 16+, где отдыхают только взрослые. Там будет тихо и спокойно. На пляже есть бары, в которых предлагают напитки и закуски. Можно даже полноценно пообедать. Еще тут есть разные развлечения. Можно поиграть в волейбол, научиться танцевать зумбу. В общем, этот пляж мне очень нравится. Однозначно его вам рекомендую. Отливы здесь не слишком выражены. Они не мешают купаться. На пляже есть и уединенные зоны, и места для активных развлечений. Анимация, водный спорт, игры и так далее. Кроме того, в отеле есть пирс с удобными спусками в воду. На этом участке имеется небольшой риф с симпатичными цветными рыбками и кораллами. Один из плюсов – возможность полноценно пообедать, не уходя с пляжа. Тут есть и фастфуд вроде шаурмы и пиццы, и что-то более полезное – суп, мясо, овощи и фрукты, а также мороженое и самые разные напитки. Отель Мамлюк понравился мне тем, что он универсальный. Мне кажется, здесь будет хорошо отдыхать всем. И семьям с детьми, и парам, и людям постарше. Всем очень комфортно, потому что территория огромная, и можно найти местечко, которое понравится именно вам. Еще раз напомню, что в описании под видео я оставила для вас много полезной информации об отеле и не только. В том числе и контакты Ольги, которая помогла мне забронировать тур в этот отель. Обращайтесь к ней, она поможет вам спланировать идеальный отпуск. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился отель Мамлюк. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только.